Всем доброй ночи. Итак, мы с вами продолжаем серию роликов «Загробный мир». Еще раз вам напоминаю, что свои вопросы пишем только под роликом «Мир мертвых». Ваши вопросы. 7 месяцев назад был снят этот ролик небольшой. 2 минуты и 20 секунд. На всякий случай. Чьи вопросы мы с вами обсудим, я их удаляю для того, чтобы повторно их не читать. Итак, начнем. Вступительное слово не буду читать. Это долго. Ну так, иногда по-быстрому. Так, здравствуйте, Инга. Спасибо, что помогаете людям выжить в непростое время. Хотела задать вопрос. 41 год назад, в 83-м, в нашей семье произошла трагедия. Умерла моя сестра, повесилась. Ей было 21 год. У меня с ней были очень теплые отношения. Я на 5 лет младше нее. И всегда с ней советовалась, делилась то, что не могла спросить у мамы. В одной из ваших лекций вы говорили, что к таким могилам опасно подходить. А если это сестра родная, можно ли при ее посещении мне разговаривать с ней или просить о чем-нибудь? Спасибо за ответ. Опасно подходить было сказано, если делается какой-то ритуал или обряд по совету ведьмы, то их нельзя делать на могиле людей, которые добровольно ушли. Кстати, я им подарила ритуал родственникам, которые могут помочь их душе. Для тех, кто сам ушел из жизни или добровольно. Я не помню, как я написала, но можете найти. И я там объяснила, почему душа суицидников не находит покой между мирами. Нам при рождении дано определенное время, определенная энергия, которую мы должны расходовать постепенно за всю свою жизнь. И если мы расходуем эту энергию, то есть не расходуем, точнее, эту энергию, уходим раньше, то эта сила непотраченная, она держит нас на этой земле. Следовательно, мы становимся призраками и живем между мирами, не найдя покоя очень долго. Простят нам это или нет, это уже решает высший суд. Нам об этом не положено знать. Есть различные моменты, по которым человек может быть прощен, если он был в неадекватном состоянии, если он это сделал для того, чтобы избежать пыток, и такое есть. Если его напугали, если он решил, что таким образом спасет других и так далее. Очень много смягчающих обстоятельств. Ваша сестра ушла из-за несчастной любви. Большую глупость совершила, очень большую глупость, потому что временные проблемы окончательно решать таким образом не следует. Прошло бы время, все бы стало на свои места. Ну, молодость и отчаяние, боль, любовь и все такое перемешалось, и она сделала эту глупость. Нет, не опасно подходить и говорить. Опасно для людей, которые не знакомые, не нужно этого делать, потому что это все-таки неприкаянные души, и может случиться всякое. Я не могу вам сказать точно, ваша сестра получила ли это прощение и ушла ли, понимаете? Это нам как бы неведомо. Это надо специально посмотреть, призвать эту душу, этот фантом и понять, ушла душа или нет. Но то, что то есть людям чужим нельзя подходить к таким могилам, это чревато, это факт. Родным людям можно, ничего не будет. Просить не советую, потому что ей самой сейчас не очень хорошо, ее душе, она вам ничем не поможет. Душа должна уйти своей смертью, чтобы она имела
возможность, доступ к своим родным и близким, чтобы ей позволили кому-то помочь, кого-то услышать и прочее, спасать и так далее. Просить не советую, говорить можете. Итак, вопрос следующий. Здравствуйте, уважаемая Инга, благодарю за то, что вы делаете. С 19 года на вашем канале на днях мой сын мне напомнил один случай. Сын говорит, что нашел 10 рублей, я его отругала и сказала отнеси туда, где нашел. Тогда ему было 7 или 8 лет, точно не помню. Он от злости их порвал и выкинул. Сейчас ему 20 лет. И он признается, что подобрал деньги на кладбище. Ходил он с моим отцом перед праздником Ураза-Байрам. Я тоже ходила в детстве с бабушкой. Там раздают конфеты. Конечно, мы их ели с радостью. Скажите, пожалуйста, как это как-то повлияет на его жизнь? Пока об этом узнаю, проводила ритуалы защиты для сына и так далее. Первое. Нельзя рвать деньги. Нельзя к деньгам относиться неуважительно. Нельзя разбрасывать, нельзя комкать деньги, сувать в кошелек или в карман. Вы тем самым обижаете денежную силу. Сжигать деньги, порвать деньги – это лишать себя возможности жить в достатке. Я уверена, что у вашего сына очень большие проблемы с деньгами постоянно. То его кидают, не платят за работу, то он теряет деньги, то еще что-то случается и так далее. Деньги его не любят, потому что он однажды их оскорбил. Так что это так на будущее. Неуважительное отношение к деньгам очень чревато, и последствия это бедность и нехватка денег. Второй момент. Подобрать на кладбище ничего нельзя. Чаще всего на кладбище кладут деньги, если откупаются от какой-либо болезни или несчастья, или несчастной доли. Скидывают на деньги и оставляют. И, как правило, оставляют большие купюры, чтобы был большой соблазн. Он мог эти деньги взять, то есть несколько монет или купюр, но вам показать только одно. Так что спросите его, много ли там было этих денег. И если он подобрал эти деньги, то, скорее всего, он всю жизнь болезненный, у него постоянные проблемы с головой, головные боли, суставы, руки, ноги, потому что откупался старый человек от своих болезней. Он скинул все на того человека, который подберет эти деньги. Их подобрал ваш сын. Вот в чем дело. В таком случае отчитывать нужно этого человека. Просто защита и прочее не помогут. Или он сам должен провести ритуал от гнева мертвых. Я давала этот ритуал. Это если человек нечаянно обидел мир мертвых своим поведением, желая того или не желая, в любом случае. Пойдемте далее. Смертью не чревато, если до сих пор он жив-здоров. Ну, здоров относительно. А вот денежную силу и здоровье он себе перекрыл. Здравствуйте, дорогая Инга. Я так люблю рубрику о мире мертвых. Заранее извиняюсь, если, может, не по теме ролика. Мне сегодня ночью приснился сон. Извиняюсь, сны не обсуждаем. Все. Удаляю этот вопрос. Я 100 раз просила, что здесь обсуждаем реальные истории, встречи с потусторонним, какие-то вопросы, связанные с загробной жизнью и так далее. Сны не обсуждаем, пожалуйста, не нужно писать. Еще и может не по теме. Если вы знаете, что это не по теме, значит, зачем же вы пишете изначально? Чтобы занимать мое время, чтобы я потом удаляла это все. Так. С удовольствием слушаю ваши лекции. Что за аватар? Так, решила написать.
Если вдруг совсем не то, что надо, пишу, очень хочется поделиться у нас в семье. По папиной линии умирают первые дети. Про прабабушек не скажу, не знаю, а вот начиная со своей бабушки могу сказать с уверенностью. Итак, у бабушки умер первый сын, у моей родной тетки умер первый сын, у двоюродной тетки умер первый сын, у моей мамы умерла первая дочь, у меня умерла при родах первая дочь. И у моей сестры родной умер единственный сын, и в отличие от всех остальных детей, которые умирали в возрасте до 1 года, племянник погиб в 19 лет. Прошло 14 лет, и достоверной информации у меня так и нет. Что тогда произошло? Это первое и непонятное для меня явление. Вчера слушала вашу лекцию, где вы говорили, что нельзя брать ту фотографию на памятнике, где умерший не один. У племянника на памятнике фотографии, где мы с ним вдвоем, жизненной энергии, у меня нет, здоровья нет, и своего дома нет, и мужчин нет, работаю на 2 работах. Так, мама умерла. Я вопрос хочу понять. Сгорела за полгода. Дальше. Перед смертью нашли метастазы, очаг так и не обнаружили. Я не буду читать вот эти 3-метровые простыни. Какую-то там кошку нашли, еще крыса где-то валялась, умершая. Значит, скажу вам следующее. Первенцы, смерть первенцев. У нас в нашем селе был председатель колхоза. Потом колхозы расформировали, он сельский глава. Этот сельский глава — свекор моей двоюродной сестры. Так вот, у него, у первого сына умер ребенок, то есть первый внук. Это сын моей двоюродной сестры. Родился, умер. Мальчик. Значит, у второго сына первый ребенок умер, родился, умер. И у дочери сын, его убили, ему было где-то 19 лет. Тоже первый ребенок умер. Теперь вопрос, почему так произошло? Его жена, вторая жена, он был 2 раза женат. От первой жены у него была дочь, насколько я знаю, мало общались. А вторая жена была беременна на большом сроке. Они сосватали ее и настояли на том, чтобы она избавилась от этого ребенка. Пошли, сделали искусственный род. Еще в советское время было очень опасно, страшно, но эта женщина пошла на такой шаг и вышла за него замуж и родила 3 детей. Она убила этого ребенка, не дала ему жизни. Причем на очень большом уже сроке. Там в таком сроке дети уже рождаются, понимаете? Иногда там раньше времени рождаются, их выхаживают. А тут убили. И в наказание все их первые дети, первенцы их детей, умирали. Что-то такое сделали ваши предки, похожие. В голодные годы иногда лишних детей убивали. Вот страшно звучит, лишних, да. Вот рождались дети, не было этой контрацептии, не могли предохраняться, рожали детей, кормить было нечем. И вот эти повивальные бабки переворачивали и нажимали так рукой в голову и душили. Ребенку что, много надо, чтобы умереть, он маленький. Дыхание прикрывают, и все, пару минут, и его нету. И, мол, вот родился, умер, там был слабый и так далее. И у меня такое чувство, что ваши предки, кто-то из ваших предков такое натворил. И вот в наказание у всех вас первые дети умерли. Могу вас успокоить, на этом все закончилось. То, что ваша мама умерла, потом от рака, ну что делать, онкология, она такая вещь, много кто умирает. Это не имеет отношения к тому, что произошло.
Но вот вы прервали жизнь когда-то, кто-то из ваших предков, маленькую жизнь. И вот в наказании у вас забрали эти жизни. И все закончилось. Дань, понимаете? Жизнь за жизнь. Вот не дали жизни прийти в этот мир и жить. И отдали свои жизни взамен на эту. Если кто-то думает, что убивая этого нерожденного ребенка, можно хорошо устроить свою жизнь, потому что ребенок все-таки обуза, кому нужен чужой ребенок и так далее. Вот можно избавиться, как бы выйти замуж, и никаких проблем, вроде никаких связующих с прошлым уже не остается. А вот этому ребенку было суждено жить, он должен был жить. Как-то одна из наших подписчиц рассказала историю, которая произошла в их селе. Односельчане возвращались откуда-то с семьей и с маленьким ребенком. И их окружили волки. И они решили бросить младенца, чтобы пока волки растерзают ребенка, они успеют убежать. Вот они кинули грудничка волкам, а волки его обнюхали и кинулись на этих людей, оставив маленького ребенка. И их растерзали. А потом, значит, в селе, услышав эти крики, подошли, прибежали на подмогу и увидели, что в живых остался только маленький ребенок, которого, собственно, они кинули на растерзание. Как это узналось, видимо, кто-то еще был жив, может быть, сказал, признался перед смертью. Я не могу сказать, как они это узнали, но это факт. То есть, считая, что можно пожертвовать одним ребенком, лишний род, зачем он маленький, никто не узнает. А видите, что для Вселенной каждая жизнь ценна. И вроде бы никто не осудил, никому не было дела до этого, но Вселенная увидела. И вот как те волки решила, что терзать буду не его, а вас. И забрала еще несколько жизней ради справедливости, что вы не имеете права выбирать, кому жить, а кому нет. Вот так. Но ваш род уже заплатил за это, так что дальше этого не будет. Если вы хотели об этом спросить, если это вас мучило. Вот у вас у всех первенец умер, все, закончилось, цепочка закрылась. Так, здравствуйте, уважаемый Инга. Для меня очень важный вопрос. Можно ли после кремации урну с прахом закопать в саду, где жил человек? Не будет ли это как-то вредить его потомкам, которые продолжат жить в этом саду? Или наоборот, это хорошо, им умерший человек будет охранять своих родных? Нет, это нехорошо. Не привязывайте ушедших к месту определенному. Значит, первое. Человек, который ушел, он уже ушел в мир иной, он не подчиняется человеческим законам и ничего не охраняет по вашей просьбе. Просто потому, что не он будет решать, где ему надо быть и что ему нужно охранять. Во-вторых, уносите, убирайте подальше от дома всегда атрибуты смерти. Урна, прах человека. Это атрибут смерти. Это смертельная сила. Это некротика называется. Некропривязка, если хотите. Привязок быть не должно. Это все равно, как с могилы выдернете крест, принесете и поставите в саду, чтобы он охранял ваш дом. Зачем это нужно? Это неправильно. Подальше от дома. Он уже к этому дому не имеет никакого отношения. Это принадлежит его потомкам. Если его душу
отпустят к потомкам для чего-то, чтобы он пришел, от чего-то их спас, что-то предупредил, это другой вопрос. Но тащить его туда не следует. И вообще, если человека кремировали, то есть освободили его душу сразу же, потому что это самое правильное, что существует. Во-первых, не засоряется экология, во-вторых, человек превращается в нечто чистое, пепел, не гниет где-то с червями, и вы не ходите каждый год привязаны к этой могиле, чтобы его помянуть и так далее, а превращается в нечто чистое. Потом, пока тело человека не разложилось и не ушло полностью, не уничтожилось, его душа находится в этом мире. Вот когда остается только тлен и кости, тогда она уходит. А исходя из того, что мы едим, наше тело просто буквально мумифицируется. И многих умерших, когда эксгумируют для чего-то, оказывается, что через лет 20-25 они как лежали, так и лежат, понимаете? То есть их души находятся здесь, привязаны. Они не ушли на покой. И кремация – это замечательная вещь. Она сразу же избавляет. Наши предки были не глупые люди, которые кремировали, придавали огню, очищали огнем, убирали все ненужное и освобождали душу. Потом пепел обычно, знаете, как кремация происходила либо посреди реки, значит, такое сооружение, или ладья, лодка, куда, значит, стреляли стрелы с этими огненными стрелами, в общем, стреляли туда, а там уже было все пропитано горючей смесью. И вспихивало это все, горело и уходило в реку. Либо кремировали, а потом пепел развеивали над рекой. Почему река? Река считается межу, об этом уже говорила я. Это как, значит, граница между мирами. Миром мертвых и миром живых. И поэтому река, она ассоциировалась с судьбой человека. Так творили тризну. Развеивали пепел над рекой, отдавая, унося сразу в мир иной. И в честь умершего, значит, организовывали игры. Это на Руси, это тризна была. Почему эти игры? Потому что во время этих игр выплеснутая энергия помогала умершему собрать напоследок силу и подняться. Так считалось. Помогали его душе уйти. Вот Олимпийские игры, хочу вам сказать, что как раз традиция на похоронах Цезарей. Устраивали Олимпийские игры, чтобы дать ему энергию, его душе уйти. В честь него, в память о нем. Вот с того времени Олимпийские игры вошли. Уже забыли историю этих игр, откуда они происходят и как они начинались, но вот с тех пор. Между прочим, Олимпиады в древнем мире тоже устраивались, и многие властимущие, многие правители участвовали в этом. В частности, один из армянских царей, Вараздат, он был 4 раза чемпион Олимпийских игр мировых того времени. Там же не говорилось, что это мы в древнем мире. Чемпион Олимпийских игр древнего мира. Никто не считает, что его мир древний. Это через много тысяч лет он древний. Это все равно, как мы сейчас скажем, что мы живем в Древней Руси. А вот через 2000 лет мы действительно жители Древней Руси будем, чтобы вы знали. Итак, развеять пепел над рекой и не держать ни в саду, ни дома, ни где-либо. Не нужно ничего, связанное с миром мертвых, тащить туда. А урну обычно кидали в реку или закапывали. Это уже да можно просто выкинуть, оно уже не играет никакой роли. А пепел отпускайте. Но его душа и так уже ушла. Оно не привязано, все. Если кремация произошла, если через огонь, значит, обнулили тело человека, уничтожили тело, его душа уже
освободилась и ушла. А вот эту некротику домой таскать не надо. Так, давайте дальше. Здравствуйте, уважаемый Инга. У меня остались фотографии умершего молодого человека и пару открыток. Если не хочу его фото, эти открытки держать у себя дома, как можно избавиться от них, чтобы не обидеть душу и никому не навредить от такого моего поступка? Сожгите, предайте огню. Просто сожгите, если вы не хотите держать. Хотя в этом ничего такого нет, это память. Можете просто фотографии умерших лучше держать отдельно от фотографий живых. Если у вас совместные фото, это другой вопрос. Да, вот вы когда-то фотографировались, это ваш близкий человек. Сожгите и все. Все, я вам ответила. Так. Ну или отдайте его матери. Может, у нее нету таких фотографий. Может, она хочет их сохранить. Спросите. Я хочу принести, вот могу вам принести, оставить. Возьмите письмо, напишите, и эти фотографии отправьте ей, отдайте. Пусть будут и у его матери, если таких фотографий у нее, например, нет, предположим. Или сожгите. Рвать не стоит, а вот сжечь можно. Так. Здравствуйте, Инга. Благодарю за уделенное время. Я хотела бы задать вопрос. В 2021 году от рака умер мой дедушка. Умирая, он лежал на полу, а близкие собрались вокруг. Когда дедушка сделал последний выдох, выдохнул он так, будто дул спирометр. Долго и протяжно. После этого он уложил голову на бок, устремив уже мертвый взгляд на меня. Я ужаснулся, потому что я увидел, что у дедушки голубые глаза. У него всю жизнь они были карие. Скажите, почему мог измениться цвет глаз? Замир, тебе нужно думать не про цвет глаз, а про то, что он на тебя посмотрел. Вот это надо тебе подумать и написать мне, чтобы я тебя отчитала от взгляда мертвого. Это нехорошо. Если кто-то попал под взгляд мертвого, он обычно после этого живет 7 лет. Я, конечно, не хочу тебя пугать, но напиши, я тебя отчитаю. И еще раз напомню, что если я человеку предлагаю свою помощь, это всегда даром. Я уже Замиру не раз помогала, кстати говоря. Если мертвый открыл глаза и посмотрел на вас, это плохо. У меня есть ритуал от мертвого взгляда, кстати говоря. Если он повернулся перед смертью, умирая, и посмотрел на вас, это тоже нехорошо. Почему голубые глаза оказались? Ну, потому что изменения в организме происходят моментально, когда человек умирает. И выцветание глаз, и уход жизненной энергии, он может меняться. Ведь мы часто людей, которых знали при жизни, после смерти не можем узнать. У них обостряется лицо, прям вырисовывается чуть ли не на лице череп. Но это уже не они, это уже тело, которое они сбросили и ушли. Плохо, что он на тебя посмотрел. Именно поэтому людям сразу закрывают глаза, завязывают там лицо, челюсть, чтобы оно сохраняло, значит, вид. Я вам больше скажу, когда в фильмах показывают, как умирает, актер в кадре, ему закрывают глаза и так далее, это тоже очень чревато. Вообще любая игра, любой фокус с миром мертвых очень опасен. Будьте очень осторожны. Не шутите на эту тему. Иногда люди: ой, сколько мне еще жить? И вот кто-то, 3 года проживешь, и тебе хватит. Ха-ха, хи-хи-хи. Через 3 года он погибает. Понимаете? Не любит эта сила. Просто я очень многое говорю вам из своих наблюдений за жизнь. Не любит она, когда вообще ее затрагивают, шутят на эту тему или там носят
майки или что-то с черепами, проверяйте. И детям своим говорите, что лучше вот, ну, не нужно эти все украшения, сережки с черепами, еще какие-то. То есть я работаю с силами смерти, но у меня огромное уважение к этой силе и очень трепетное отношение. Я ее боюсь, потому что нормальный человек должен бояться этой силы. Это не просто, знаете, как смерть. Это смерть же бывает разная. Все просят хорошей жизни, а хорошей смерти никто не просил. А хорошая смерть не менее важная вещь. Потому что многие могут уйти от пыток, многие могут просто лежать и стать обузой, и смерть никак не хочет их забрать, пока у них незавершенные дела, ну, по крайней мере, пока у них, у моей родственницы, всю молодость свекровь там кровь пила и унижала, и оскорбляла ее последними словами, чего только не делала. Она то уходила, то приходила. И когда она, свекровь, когда заболела, уже ходила под себя, извиняюсь. Ну, она мне как двоюродная сестра, правда, немножко более троюродная, наверное, так подходит, хотя мы с ней выросли вместе. И она за ней ухаживала. И та долго не умирала, очень мучительно долго не умирала. Просила уже смерти, не уходила. И она сказала: я знаю, почему я не ухожу. Я должна перед тобой извиниться. Она попросила у нее прощения, сняла свои золотые сережки, надела на нее и через несколько дней ушла. Поэтому те люди, которые мучительно не уходят, они должны задуматься над тем, кого они обидели и что нужно в этой жизни исправить и так уйти. Это им шанс дается. Потому что там-то вечность. Уже ты не вернешься обратно, чтобы исправлять. Дальше. Доброго дня. Недавно попались ваши лекции, ритуалы. Хочу поделиться с вами. Мертвые нас слышат. Я в это верю. Сегодня мне понадобилась помощь умершего. Я попросила дословно: Гена, дай мне знак, расстаться ли мне с Валерием. Прошу меня не осуждать, может даже не понять. Живу с мужчиной 2 года, и пару дней назад случилась неприятная ситуация, я обиделась. Начала подумывать о расставании. Я получила подсказку. Вот она утром перед работой я всегда захожу в кафе, покупаю к чаю творожную выпечку. Расплачиваюсь картой, и сегодня продавец говорит: терминал не работает. А так как у меня почти всегда не бывает налички, я ушла. Ответ на мою просьбу из мира мертвых: нет, не расставаться. Вы пишете какую-то ересь, я вам скажу. Не надо всякую фигню принимать как ответ с мира мертвых. Во-первых, мой вам совет: души мертвых не надо тревожить по всякой ерунде. Вы сами должны принимать решение, уйти или нет. Я вообще не понимаю людей, которые ходят: а вот посмотрите, пожалуйста, между нами отношения, надо мне остаться с ним или не остаться. Это вы хотите свалить ответственность за ваш выбор на мертвых, на ведьму, еще на кого-нибудь. Никакого ответа вам не пришло. Если вы хотите расстаться с этим человеком, это не просто так вы хотите. Знаете, такое, если вам кажется, что он вам не подходит, это вам не кажется. Никакого ответа из мира мертвых вы не получили. Это не ответ. Терминал не работает, ну и не работает. И что дальше? Это могло просто так случиться без вашей просьбы. Не тревожьте мертвых. И не фантазируйте по поводу того, что они с вами говорят и выходят на контакт. Он мог вас даже не услышать. Кто вам сказал, что их души легко и просто пускают в наш мир? Человек, когда уходит, он между жизнью и смертью находится, потом возвращается, он говорит, что он просто ушел. Он понятия не имел вообще, что происходит. Кто-то на этой земле остается. Если он должен еще здесь остаться, он видит и родных, близких, видит, что там врачи пытаются его спасти. Он потом рассказывает, что он это все видел. Несколько дней вот блуждал и сверху просто видел всех и так далее.
А кто-то просто уходит. Просто уходит, отключается из этого мира и уходит куда-то вдаль. И понятия не имеет, что тут происходило, что с его телом делали и так далее. И даже если с ним говорили и плакали, кто-то звал его, это не значит, что кто-то, ну, то есть, что его отпустили, он пришел и знал, что здесь происходит, что к нему обращаются. Не трогайте мертвых. Мертвый мир – это не игра. И принимайте ответственность за свою жизнь сами. Сами решения принимайте, с кем вам жить, с кем не жить. Не они должны решать за вас. Чтобы потом свалить на них всю вину, вот это вот, я спросила, вот мир мертвых сказал. Это вы готовы просто простить этого мужика, и вам просто повод нужен. Вот терминал не работает. А если бы кирпич упал на голову вам, вы тем более бы сказали, вообще мне запрещает с ним расстаться. Надо с ним жить до конца жизни и мучиться. Глупо, да? Добрый день, уважаемый Инга. В последнее время происходят какие-то странности. Живу одна, кошка на улице, то есть возле меня никого нет. Но иногда слышу, как кто-то дышит, спит, сопит. Затаиваю дыхание какое-то время, слышу, потом тишина. Со мной очень часто такое происходит. Иногда мужской голос зовет по имени громко, будет меня. Может, у меня мозги поехали? Нет, у вас мозги не поехали, но вам нужно очистить дом. Это инкуб. Страстное, да, дыхание такое. А потом раз и обнимает тебя сзади. И прижимает к себе. Это инкуб. А иногда бывает, что... Но у людей, которые работают с этим миром потусторонним, бывают различные вещи. И как бы более жуткие моменты. В моей жизни это постоянно происходит, поэтому я у кого-то что-то сниму, потом это что-то по дому там летает, остается несколько дней, все время о себе дают знать, то нападает, то еще что-то, а потом исчезает. Но это в моем случае, потому что я имею с ними дело часто. А вот вы вспомните, где вы что не то сделали, где вы допустили ошибку. Может быть, вы на кладбище что-то подобрали, может быть, повели себя глупо где-то. Может быть, в музее были, где часто говорят, что видят там различные привидения, призраки. Они тоже гиблые места, вот эти все музеи и прочие иногда могут быть. Иногда. Например, есть музеи, в которых там, например, совершалось убийство целой семьи. Ипатьевский дом, например, где там расстреляли царскую семью, он, по-моему, до сих пор есть. И люди по ночам говорят, что там сторожа вообще не остаются, боятся. В музеях боятся сторожа оставаться. У нас, я работала в музее, там и картинная галерея, и музей, и все там, экспонаты всякие. Естественно, сигнализация подключена. Там вообще принимают людей, там обязательно с полиции справку надо принести, что у тебя там судимости нет и так далее. Это не всех примут, конечно, там охраняемые такие эти ценности. И иногда бывает, что там свет выключают в этих местах. Перед этим музеем прям две большие этих братские могилы. Значит, расстрелянные в 30-х годах во время Красного террора. И потом в этом месте была госпиталь во время войны. И, естественно, умершие там, погибшие люди, похороненные, прямо перед этим музеем. И иногда свет выключают. Там вообще сторожа долго не остаются. Я как-то вешала картины и слышу мужской голос. Там что-то спросил, что-то говорит. А внизу эти бабушки сидят, вахтерши. И я громко говорю, сейчас спущусь, сейчас подождите, я сейчас приду, посмотрю, что там случилось. Я думала, пришли, там экскурсию просят или что. Спускаюсь и спрашиваю, я говорю, а что случилось, кто это был? Они, насчет чего?
Я говорю, ну сейчас мужской голос что-то там спрашивал у вас. Они, ну, переглянулись, конечно, улыбнулись, говорят, да, не обращай внимания. Никого не было. И когда потом я пошла дальше вешать эту картину, думаю, странно, а что такое, кто-то зашел, ушел, что ли? И когда перед ухом этот мужской голос что-то там сказал, конечно, я оттуда вылетела пулей. Я говорю, это что такое, я наверх не пойду. Ну вот, и как-то свет выключили, и наша бухгалтерша, значит, кто там еще, сейчас не помню, кто, и вахтерша, еще кто-то там, в общем, 3 бабы. Остались заночевать там. Дверь закрыли, там диваны есть, расположились спать, потому что все-таки ценности, они за это отвечают. И они не смогли уснуть. Началась ходьба, они дверь закрыли, и там у себя в кабинете сидели. Возле кабинета подходили, дышали, как будто прислушиваются, кто-то стоял. Вот, говорит, подходит, стоит возле дверей просто кто-то. Вот так вот ноги топчутся, идут и уходит. И они чуть не посидели просто. Они пытались в полицию позвонить. У них не работают телефоны, все глючит. В общем, у них такой ужас был до утра. Они просто еле-еле дотерпели и сказали, нафиг. У нас 4 сторожа уволились во время моей работы. 4 сторожа. Еще до этого сколько. Не хотели оставаться. Вот такое жуткое место. То есть, порталы открываются, а там вообще понятно, что там вообще. Там это был дом богатых купцов. Потом их расстреляли, этот дом отобрали, естественно. Там был сельсовет, потом была школа, потом госпиталь, потом еще что-то, потом половина сгорела, восстановили снова, потом музей он сделался. В общем, целая история. И, конечно, там бродят, и так просто их не выгнать, они просто там живут уже. И вот узнайте историю вашего дома, что там было, чего. Может быть, их несколько, понимаете? Но вообще вот это дыхание возле женщины, вот это вот страстное дыхание, мужской там голос, который вас зовет, это, скорее всего, инкуб. Но и может быть, может быть следствие ошибки. Это надо посмотреть. У меня ощущение, что там несколько сущностей. Вот о чем речь. Так. Меня недавно спросили, чем отличается существо от сущности. Сущность – это дух, существо – это физическое тело. Вот собака – существо, человек – вот существо, существует он. А сущность, он не существует. То есть он существует, но вне нашего мира, в тонком плане. Он не существо, он сущность. Он есть, но у него нет физического тела. Нежить. Вот так вот назовем. Он не живое и не мертвое. Он просто есть. Он потому что не мертвый. Почему? Потому что это не обязательно душа умершего человека. Это может быть демоническая сущность. Это может быть просто дух. Это может быть природный дух. Это может быть хранитель. Это может быть домовой. Да кто угодно. Вот он сущность. Так, давайте дальше. Так. У меня вопрос, если я правильно понимаю. Затем, кто умирает, приходит проводник, чтобы сопроводить мир мертвых. Может ли под видом проводника прийти другая сущность, которая уведет умершего не туда, куда надо? Может ли быть такое, что пришли 2 проводника? Один из них лжепроводник. Как в душе понять, за кем следовать, кто настоящий? Ой, вы закрутили это все, сюжет. Может 2 проводника, может 50. Вот послушайте. Иногда люди после аварий, катастроф, катаклизмов и так далее, например, возвращаются к жизни, да, вот они были между жизнью и смертью и говорят, что вот я видела там Деву Марию, или я увидела пророка Мухаммеда, или еще кого-то из святых ислама, сподвижников. Кто-то говорит, я увидела дух Вуду. Кто-то говорит, я увидела свою бабушку, еще кого-то. Поскольку они прекрасно знают человека, они созданы и существуют на этой земле миллионы лет до нас с вами.
до создания, до появления человека на этой земле, они знают, мы для них как дети. Вот как для одиннадцатиклассника, да, вот ребенок из детского сада. И если он хочет там заманить его, позвать, он же не переоденется в волка или там маску не оденет страшную, там с клыками, там, иди сюда. Нет, наверное. Придет под видом друга, скажет, я вот там друг твоего папы, пойдем со мной и так далее, да? То же самое сущности. Они же прекрасно понимают и знают нас, и изучили нас, что душа человека, ну что такое душа? Это мы с вами. Вот я с вами разговариваю, говорит моя душа. Когда меня не станет, вот все, что я говорю, думаю, знаю, это все выйдет из меня, и это и есть душа. Мы – это душа, понимаете? Просто мы в теле живем, пока еще. Так вот, они приходят таким образом, вот это слово «по вере вашей и дастся вам», это же не просто сказано. Вот ты веришь в Христа, он придет в образе Христа. Там, в образе Девы Марии, в образе Мухаммеда, в образе бабушки твоей, в образе Духа-хранителя придет этот проводник. Для того, чтобы вы не испугались, чтобы вы могли принять. И заберет. Проводников может быть много. Они может вся родня прийти и забрать тебя. Иногда мертвые, то есть умирающие перед смертью говорят, мама моя, там еще кто-то. Я недавно смотрела, японец, старый человек уже. Видно, что умирает он там в больнице, уже последняя стадия у него. И вдруг он начал махать, как ребенок, рукой. Мам, вот моя мама стоит. И там дочь, по-моему. А ты уверен, что это твоя мама? Ты точно кого-то видишь? Я не вижу. Да, вот моя мама. Вот, мам. И вот знаете, вот ощущение, как он ребенком стал, как в детстве там маме махал. И вот он старый дед машет маме. Радостно, как дитё. Вот она пришла за ним. Или дух в обличии матери пришел за ним, чтобы он не испугался. Что это мама, не бойся, это мама за тобой пришла. Может ли не туда увести душу? Нет. В мироздании нет таких вещей. Там все закономерно. Если не туда уводят душу, значит, этой душе суждено пока что уйти в не туда. Либо он что-то должен искупить, либо ему как раз не туда и надо идти. Но мироздание, всемирный разум не ошибается. Он по ошибке никого никуда не отнесет, не заберет, не запутает. Вот суждено ему быть на этой земле столько-то времени, он останется здесь. Суждено ему, например, значит, уйти в наказание на время, его заберут туда. А чтобы вот так получилось, что душа случайно вот ошиблись и не поняли, или там не того забрали, нет такого. Так. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, который меня мучает. В день рождения внука умерла у нас собачка, которая прожила с нами 16 лет. Не надо переживать. Просто совпадение. 16 лет – это уже большой срок для собаки. Для собаки 16 лет – это, ну, смотря, если это большая порода, тем более маленькие породы еще больше живут, 18-20 лет. Ну, в любом случае, это уже под 100 лет. Так совпало. А почему именно в день рождения бывает чаще всего смерти? Потому что эти дни очень насыщенные, энергонасыщенные дни. Очень многие люди умирают близко к своему дню рождения, или чуть больше, или не доживая до своего дня рождения несколько дней, или в тот же день. День рождения – это обнуление, это очень опасные дни, поэтому в эти дни вообще не следует какие-либо ритуалы делать для себя. Не надо. Это все
Это все фигня, конечно, которую выставляют. Это в основном для рекламы своей. День рождения – это обнуление. И в день рождения чаще всего случаются какие-то бедствия в семье. И уходит кто-то, или дед умрет в день рождения внука. Или еще что-нибудь и так далее. У вас собака ушла. Ничего не будет от этого. Это был ваш друг, ваш любимый пес. И, конечно, вы все расстроились, это понятно, и он тоже. И для него же день рождения превратилось в трагедию. Но это все просто совпадение. Это уже старая собака, и она просто ушла в этот день. Может, ее забрали в этот день, чтобы всегда помнили о ней, потому что это день такой знаменательный, да, непростой день. Всегда будут помнить, что она умерла именно в это время. Очень жаль, очень тяжело вообще пережить смерть питомцев, потому что они невинные создания. Человек в любом случае чем-то виноват в этой жизни, что-то сделал, каждый из нас. А вот они ничего не сделали. И вот это подкупает, и это очень больно. Знаете, хоронить друга, который тебя предал, не так больно, как хоронить собаку, я вам скажу. Даже человека не так тяжело отпускать, как собаку. Хотя мы их ругаем, и кричим, и злимся, и все такое. Потом переживаем, что мы их обидели. Но они же тоже нас достают. Умеют они нас выводить из себя. Это же дети. Но в любом случае их потеря очень болезненная вещь. Так. Здравствуйте, жители ведьминой избы. Значит, хотелось бы спросить. Долгое время никому нет дела до могилы моего деда по отцовской линии. Памятник упал, фотографий нет, могила заросла. И по документам из администрации уже числится безымянной. Поднимала вопрос о восстановлении памятника, фотографий, но со стороны родственников никому нет дела. И все потом. Приятных воспоминаний у родственников не осталось, так как он спился, я его и не знала. Как влияет на мой род такое пренебрежение? И могу ли я, не спрашивая родственников их разрешения, восстановить могилу? Вы знаете, не надо этого делать. Человек, который спился, он выбрал стакан, а не родных и близких. И то, что его никто не хочет помнить, его могила никого не интересует, это его вина. Конечно, бывают и сволочные такие родные, когда человек вроде был хороший, но они ведут себя недостойно по отношению к его памяти, что это было. Что-то упало само по себе. Ну да ладно. По ночам о мертвых говорить не очень хорошо. Ну ничего страшного. Мне работать надо, а когда еще снимать? Так вот, бывает иногда, что человек хороший, но родственники как-то так подло себя повели. И такое бывает. Но в этом случае, насколько я поняла, человек выбрал стакан, а не семью. Ну, это его выбор. Не хотят его помнить, значит, нечего там помнить. Спился, а теперь представьте, сколько боли он причинял всем вокруг. Такие люди, они не страдают. Страдают все, кто вокруг них. А им что? Они напились себе, кайфуют, им плевать вообще, что там дети кушают, где живут, как платят коммунальные, что там делается. Мне таких не жаль. Не заслужил он эту память. И вам не надо суетиться. Никак на ваш род это не влияет. Абсолютно. Зачем? А иначе где справедливость? И хороший отец семейства, который любил своих детей, всю жизнь работал, все свое здоровье отдал, чтобы у его детей было все, и ему памятник. И тому, кто себе пил, кайфовал, радовался, ни о чем не думал, и ему памятник. Справедливость где? Надо по справедливости, знаете. Мы говорим о мертвых либо хорошо, либо ничего.
Но это половина поговорки, это римская поговорка. Либо ничего, кроме правды. А правда в том, что ваш дед был человек недостойный. Ни памяти, ни чего-то еще. И не надо вам переживать по поводу того, вот ему нужно памятник ставить. Зачем? Он это заслужил чем? Тем, что был предан водке до такой степени, что она увела его в могилу. Что он хорошего сделал? Ничего. Он заслуживает затрат памяти, переживаний? Нет. Вот и все. Не надо, знаете, вот эту вот психологию раба, терпилы. Вот как бы там ни было, все. Нет, такого не должно быть, как бы там. Что значит не было? Память нужно заслуживать. Любил детей, работал, содержал, помогал, для них все делал. А дети памятник не ставят, сволочи. А если он ни хрена не сделал для своих детей, ставить памятник, чтобы что? Ну что за звуки? Причем у нас собака такая на каждый звук реагирует сразу же. А здесь тишина. А звуки, интересно, они записали здесь? Или только я их слышу? Прям стуки по стенам. Ну-ка. Да уж, ладно. Так. На сегодня достаточно, я думаю. Я, конечно, продолжу. Еще раз просьба, пожалуйста, не пишите свои вопросы, где попало, потому что я не буду их помнить, где эти вопросы были, чтобы собирать. Вот где положено, там пишите, я зайду, посмотрю и отвечу. Так и вам, и мне как бы проще. На этом все. Всем удачи и всех благ.